поделюсь вам, какой у меня гиацинт. Зашла в комнату, а он вот так вот распустился, такой бледно-розовый. Но у меня надежда, что он немножечко еще покраснеет. Но запах в комнате стоит просто невероятный. Так пахнет им. Класс. Сразу весна. Сразу весна в душе. Вот. Красавчик. Хотите, покажу, что мы читаем с детенышем. Из последнего. Была в библиотеке в нашей, взяла книжку. Это вообще смехота. 2007 год выпущена про сказки. Прикольная, смешная. Ну, это классика. Обязательно надо почитать, я считаю. А это какие-то новенькие я взяла. Фергус Крейн и огненные алмазы. Не знаю, что это за книжка. И вот еще какая-то книжка про желание. Сегодня мы... Так, вот это вот мы уже прочитали. И, наверное, мы возьмем вот это вот сегодня читать. Потом поделюсь вам, понравилось или нет. В общем, обычно приходим в библиотеку, беру 2 книжки какие-нибудь современные, новенькие, и 2 какие-нибудь такие старенькие. Привет, друзья! С вами Женя, и вы на канале о вязании Your Happy Toys. Сегодня у нас среда. Я пришла на обед, пока ребенок в школе. Сейчас попозже придет. Есть у меня минуточка записать вам короткое видео. Приветствие. Всех рада очень вас здесь видеть. Благодарю всех, кто подписался на меня в Телеграм. Еще раз оставляю вам ссылочку. Кто еще не подписался, подписывайтесь. Там я тоже публикую разные посты, что-то из своей жизни. То, что происходит вот в моменте, сейчас. Поэтому всем буду рада. Там такое живое общение происходит, и все вопросы вы мне всегда там тоже можете задать, я сразу же отвечаю. Вчера я довязала чепчик, вчера я также связала грызунок для бэби-бокса и держатель для соски. Не буду вам сейчас показывать, покажу вам все красиво на столе чуть-чуть попозже, когда уже на столе все это разложу. Мне осталось для бэби-бокса связать сумочку на кроватку, органайзер. Мне осталось связать зайку бублик и сделать на него мастер-класс, и зайку комфортер и тоже сделать на него мастер-класс. Сегодня я буду вязать сумку-органайзер из пряжи бисквит. Нет, это мун. Вяжу как из мун, так и из бисквит. Они очень похожи, идентичны. Такое ощущение, что на одном заводе делаются. В общем, буду сегодня вязать органайзер. 15 числа у нас начинается марафон 101 Cotton Toys, который организовала Алена Зелендинова. Очень много там участниц, и поэтому мне до 15 числа, до пятницы, нужно успеть навязать вот какие-то такие аксессуары, которые не будут подходить к марафону, а в марафоне уже буду вязать игрушки. Сегодня вторник, и чем я занимаюсь, это тем, что вяжу чепчик для новорожденного. Но, судя по размерам, этот чепчик у меня получается, мне кажется, на более взрослого ребенка, ну как-то более крупного. Что хочу сказать по этому чепчику. Вяжу я по мастер-классу. По тому мастер-классу, основу которого я взяла для чепчика для зайчика. Ну, как вот я его смотрела, так я по нему и вяжу. И я вот даже не знаю, как объяснить свои чувства. Вяжу по мастер-классу ровно. То есть использую ту же пряжу, что там указано Gazal Baby Wool XL. Это, кстати, давайте скажу, 40% акрил, 20% кашемир, 40% меринос. 50 граммах 100 метров. Вяжу в одну нить, но в принципе в мастер-классе также указано вязать в одну нить. У меня крючок вот такой, я нашла 3,5 миллиметра. Тоже в мастер-классе указано такой же размер крючка. Но видимо, мои руки настолько уже атрофированы вязанием игрушек, и я так сильно плотно вяжу, что мне надо было брать, скорее всего, крючок большего размера.
Я пытаюсь вязать послабже, но вот у меня никак не получается. Во-первых, я связала пинетки, и я вам еще в прошлом видео нахваливала вот эту вот пряжу. Говорила, что она классная, как она здорово вяжется, что она там не скрипит, что она супер нежная. Но вот сейчас я вам скажу, я прям вот связала половину чепчика. Ну вот, вы можете видеть, половину чепчика, уже даже больше половины пошла уже на спуск. И я так устала от нее. Во-первых, она крючком у меня не зацепляется. Все-таки, наверное, тут нужно мне побольше крючок, что ли, брать. Или крючок какой-то, может быть, не такой, непривычный для меня. Или руки-крюки. Скорее всего, это последнее. Но вот я вяжу, и у меня вот эти ниточки расслоенные, они все время у меня где-то застревают. Мне приходится перевязывать, распускать. Как-то вот все в какую-то... Через силу у меня получается. Вот видите, она тут это зацепляется, шерстинки. И крючок не пролезает. В общем, из этой нитки лучше вязать, как я поняла, спицами. И следующий свой чепчик, скорее всего, я буду вязать спицами. Ну, в принципе, вот так вот получается. Ровненько, аккуратно. Я стараюсь, чтобы все было хорошо. Вот это место, оно вот так вот в гармошку тянется. Не знаю по размеру, вообще не представляю, какие сейчас грудные дети. Налезет ли на него чепчик. Думаю, может быть, на куклу на какую-нибудь, на пупсика примерить. Но вот сзади... Видимо, из-за плотности, из-за моей, получается какой-то вот шлем твердый. Вот видите, тут, конечно, все ровненько, красиво, но задняя часть, она прям капец какая твердая, жесткая. Наверное, мне надо было брать крючок побольше. Я только вот так думаю. В общем, больше я крючком, если честно, не хочу вязать такие чепчики. Не из-за того, что там схема плохая. Нет, схема отличная, вяжется просто... Но вот мне не нравится, как вот сзади вот эта твердость, плотность, толстый он какой-то такой вот получается. Хочу следующий чепчик вязать все-таки спицами. Спицами как-то полотно нежнее, мягче, эластичнее. Спицами совершенно другой эффект. Крючком мне все-таки больше нравится вязать вот игрушки. Вот это да. А одежда, аксессуары... Спицами как-то мне, вот видите, зацепляется и не идет. Но, может быть, это другой крючок надо было брать. Но сейчас уже менять крючок поздно. Будет все криво. Поэтому буду пыхтеть и довязывать так, как есть. В общем, про марафон 101 Cotton Toys. Алена, спасибо тебе большое, что ты его организовала. Так много новых девочек туда добавилось. Уже кто-то начал вести канал, подготавливается. И я заметила, что в нашем YouTube, Нейдзен тоже, вязальном мире появляется все больше и больше девчонок, которые показывают, что они вяжут. И это очень здорово, потому что можно всех смотреть и друг другом вдохновляться. Очень много спонсоров, по-моему, пока что 19 человек. То есть, представляете, 19 пунктов, в которых вы можете что-то выиграть для себя, какие-то бонусы, пряжные вкусности, рукодельные вкусности. Я тоже хотела сначала быть спонсором, но не стала по той причине, вот, девчонки, не смогу всех смотреть. У меня не хватает времени, работа, школа, эти кружки, свои проекты, ну, не успеваю. Очень хотела бы, ну, как-то быть, но спонсор должен смотреть за девочками, должен потом определять игрушка, которая понравится. Я просто представляю, сколько это надо времени на это, пока я просто участник. Возможно, как в прошлом году, я подарю на свои мастер-классы скидку, купон. В прошлом году я так делала в конце марафона. Все, кто дошли до конца марафона, тем девочкам я подарила купон на скидку на мои мастер-классы. Если у меня будет желание, я опять это сделаю. Такой мини-подарочек от меня. Посмотрим. Девчонки, в общем, желаю всем удачи, желаю всем вдохновения, желаю вам всем выигрышей и призов в этом марафоне. И, конечно же, всегда здорово повязать в приятной компании единомышленников.
когда я выкладываю ВКонтакте посты о том, что вот я участвую в марафоне по вязанию, там 101 Cotton Toys, то некоторые мои зрители, которые не в вязальной тематике, покупатели, например, или родственники, они не понимают, что это такое, зачем мне это надо. Некоторые даже пишут, зачем я участвую во всяких таких движухах, марафонах. Но это надо для того, чтобы поддерживать интерес к своему творчеству, знакомиться с классными девчонками, знакомиться с такими же больными вязанием, рукодельницами. И это классно, на самом деле. Это определенный другой мир, интересный мир. В общем, на эту неделю у меня планы таковы, что я вяжу до 15 числа, до пятницы, я вяжу аксессуары. Это точно будет органайзер на кроватку. Я думаю, я сегодня его начну. И если успею, завершу. Он не так быстро вяжется. Вязать буду по мастер-классу Натальи с канала Мятка Knit Toys. Немного переделаю я его под себя, но основу я беру из ее бесплатного видео мастер-класса, и поэтому ссылочку на него я обязательно оставлю под видео. Переходите, вяжите. Этот органайзер классный, я думаю, он будет очень удобный. Его можно повесить не только на детскую кроватку, но также и в ванную, на стул, может быть, куда-то приспособить. Поэтому обязательно он у меня будет в комплект входить. Честно, не строю особо больших планов на этот вязальный марафон. Пока что у меня есть в задумках это комфортер на бэби-бокс к зайчику, вот этому, к синему, и колечко, бублик, зайчик. Эти вот две игрушки точно будут подходить к мастер-классу. Дальше у меня есть в голове такая мысль, что мне хотелось бы связать кошечку по мастер-классу с моему же зайка в сарафане. Я видела, девчонки вяжут кошечек, они такие классные получаются, ничем не хуже, чем зайки, и поэтому вот мне тоже хочется попробовать связать кошечку, возможно, и какой-то бэби-бокс к ней также сделать. Этому зайке, мне кажется, если сделать маленькие ушки, может быть, чуть-чуть пошире мордочку, то тоже получится прикольная киска. Можно тоже попробовать для интереса. Сейчас на эту зайку проходит тестирование, девчонки вяжут, и в ходе тестирования возникают определенные вопросы, как я и думала, потому что есть в тестировании девочки-новички, не все вяжут крестиками, есть девочки, которые вяжут галочками, соответственно, там тоже нюансы впоследствии по вязанию комбинезона, потому что, как вы знаете, когда вяжешь игрушку галочками, она получается большего размера, чем крестиками. Поэтому я это тоже укажу в мастер-классе. И также есть нюансы по вывязыванию пузика, тоже это нужно дополнить. Поэтому тестирование все-таки игрушки должны проходить. Раньше я к этому относилась скептически, думаю, зачем, я и так. Поэтому мастер-классу 3 игрушки еще связала, смысл делать тестирование, а нет, сколько людей, столько и мнений, и поэтому тест, он нужен всегда. Но в любом случае, если вы покупаете какие-то мои мастер-классы, то вы всегда можете обратиться ко мне с вопросом, и я обязательно помогу. И бывает такое, что я специально для человека записываю видео того, как я вяжу, чтобы было более понятно, если у меня не получается объяснить на словах. Мне не сложно, вот у меня торчит штатив, меня спросили, если это, в принципе, например, ножка какая-то, вот не знают, как вывязывать ножку, я сразу его ставлю и на какой-нибудь пряже показываю, как вяжу сама. Вроде бы ни у кого больше никаких вопросов не возникает, все довольны, и мне так быстрее, на самом деле. Дала я сумочку, и сейчас мне нужно подобрать какие-нибудь пуговички на застежечку. Вот у меня тут все мое добро лежит, что я вам попозже чуть-чуть покажу. Так, вот так она будет закрываться. Тут будет пуговка. И вот здесь у меня лежат всякие бирочки и пуговки. Пу-пу-пу. А пуговок-то и нет. Ну вот как так? Вот это маленькая. Надо вот такие 2. Куда-то я их все истратила, похоже. Вот опять покупать. Вроде всего так-то полно. А пуговок-то и нету. Что за безобразие? Придется сегодня идти опять на ВБ. Эта бирочка сюда явно не подойдет.
Во-первых, я так понимаю, они вот так вот делаются снизу вверх. То есть они должны на шапочки, на носочки как-то пристегиваться. Давайте возьмем пинеточку. Вообще есть смысл на пинеточку ее пристегивать или нет? Ну да, вот как-то так. Ой. Пока положу. А сюда бирочку даже не знаю, надо какую-нибудь или нет. Может быть, какую-нибудь вот так вот handmade прикрепить. У меня вот этих штучек очень много. Я их специально не заказывала. Они мне все приходили с пряжей. Разные-разные. И, наверное, я сегодня закажу какую-нибудь пуговицу на Wildberries. Пуговицы. Надо измерить какой-то размер, заказать. И вот куда-нибудь вот сюда вот снизу пришить вот такую вот бирочку handmade на ниточке. Мне кажется, что так будет красиво, потому что у меня здесь нет перехода нити, ну, высоты. Я это сделала вот так вот сзади, и тут ничего не видно. Ну, вот тут вот понятно, что чуть-чуть длиннее, выше стеночка, а тут короче. Но это вообще, мне кажется, несущественно и не видно. А здесь все ровненько, поэтому смысла какую-то бирочку делать я не вижу. Ну, в принципе и можно что-то вот подобное. Не знаю. Вот это красивое. Ну, в общем, посмотрим. Посмотрим. Надо сначала найти пуговки. Такие пуговки я очень давно заказывала на AliExpress, по-моему. Но оттуда очень долго ждать. Поэтому буду искать на ВБ. Это видео я хотела бы начать с того, какие покупки я совершила совсем недавно. Но некоторые покупки совершила давно, но хотела вам показать, что это. Давайте начнем с пряжи, раз уж она вот тут вот у меня лежит. Это упаковочка Yarnard джинса. Купила ее совсем недавно. Давайте сразу я ее распакую, потому что она, во-первых, не вся для меня. Заказала я ее с подружкой не совсем наполовину. Ну, некоторые моточки пойдут ей, а некоторые мои. Все равно это распаковывать. Такой плотный, хороший пакет. Они запакованы здорово. В общем, давайте посмотрим, что здесь за цвета. Здесь два цвета. Yarnard Jeans номер 76. О, нет, это 81. Слушайте, я вот еще раз перепроверю. Но в карточке товара был написан 76. А 81 у меня есть, его довольно много. И 81 мне не очень нужен, поэтому я тут расстроилась. В карточке товара был 76. Я поэтому и эту упаковочку и взяла, что он мне нужен был. Короче, ладно, уже что есть, уже распаковала, обратно не понесу. Номер 11. Этот цвет я хотела очень давно, он у меня закончился. Он очень нежный, такой светло-зеленый, как травушка. И давайте сразу достану вот этот цвет зеленый от Yarnard Jeans. Мне тоже очень он нравится. Это номер 69. Такой лягушачий, травянистый. Ну, эко какой-то такой цвет. Вот так вот они выглядят, различаются. И очень хорошо друг с дружкой сочетаются. И мне прям нравятся эти два оттенка. И 11 и 69. 81 мне, конечно, тоже нравится. Тиффани. Но он у меня есть. И он мне был не нужен. 49 цвет. У меня его тоже много. Но пришлось уж его заказать. Потому что вообще я эту палитру заказывала вот из 11 цвета. И из 69 и из 76, который не оказался 76 по итогу. И еще вот таких два оттеночка. Это 86. Такой немножко непонятный для меня цвет. Какой-то он ванильный. Он не молочный и не желтый. Ну, скорее к желтому ближе, чем к молочному. Такой он какой-то... Я даже не знаю, где его применить. Ну, можно, наверное, и зайчиков из него вязать, и кошечек. Но какой-то он вот такой вот желтоватый, как мороженое. Пока что не знаю.
Не знаю, где его применить, но, по крайней мере, у меня такой цвет однажды был, но закончился. Поэтому я его оставлю, конечно же. Извяжу, все уйдет непременно. В общем, вот такая вот палитра, которая меня подрастроила немного. И, наверное, мою подруженьку тоже она подрастроит, потому что она тоже хотела 76-й. А вот они, обманщики, оказались и подложили мне 81-й. А я была, когда на пункте выдачи, мне так много товаров там выдали разных, что мне просто, я так увидела, посмотрела, вроде то, и взяла. Не задумываясь даже. Ладно, это пока что я убираю. Покажу еще вот такую вот пряжу. Пряжа это Gazal XL Baby Wool. Это та пряжа, из которой я вязала пинетки и чепчик для малыша. И я вам покажу, что у меня получилось в этом же видео чуть-чуть попозже. И мне так понравилась эта пряжа Gazal Baby Wool, не буду ее сейчас распаковывать, что мне захотелось и зеленого цвета тоже повязать, и пинеточки, и чепчик. Единственное, мне не понравилось вязать чепчик крючком. Я об этом уже говорила, еще раз скажу. Не знаю, может быть, у меня крючок такой неподходящего размера, нужно побольше. А может быть, просто непривычно вязать такую толстую ниточку крючком. Я не знаю. Но мне хочется в следующий раз чепчик попробовать повязать спицами, потому что спицами она прям как маслица идет. Очень такая нежная ниточка, приятная. И, конечно же, это будет будущий бэби-бокс. Вот такие оттеночки сюда к нему, скорее всего, пойдут. Я думаю, или вот 69-й, он вроде бы как больше подходит, сочетается. Но если будет и светлее цвет, 11-й, то тоже будет хорошо смотреться. В общем, как-то вот... Как-то будет бэби-бокс. Будет бэби-бокс. Скажу вам сразу, из какого персонажа. Мне хочется сделать дракошу. Так как сейчас идет год дракона, и все детишки, которые будут родиться в этом году, они будут дракончиками по знаку зодиака. И мне кажется, что такой бэби-бокс будет достаточно востребованным, потому что он будет таким персональным. Не просто зайчики, мишки, там белочки, но и вот именно по знаку зодиака. Пока у меня такая идея, и идея эта будет воплощаться на следующих неделях, и надеюсь, что она войдет у меня в марафон 101 Cotton Toys, который уже сейчас начался. Вот сегодня я снимаю 16 число, суббота, и он уже идет, я уже начала к нему вязать, но покажу вам все это в следующем видео, не в этом, а в следующем. Уже в отчете к этому марафону. Но заранее вот так вот говорю, какие у меня планы именно вот на эту пряжу. Вот, дракоша. Не знаю, получится он у меня или нет, потому что вязать я планирую по своему мастер-классу, придумывать хочу мордочку. Возможно, возьму мордочку на основе того дракончика, которого я вязала к Новому году, а возможно, я что-то переделаю. Ну, так и так ее придется переделать, потому что она должна как-то побольше быть размером. Но хочется мне свой мастер-класс придумать, дракончика, именно для бэби-бокса. Так, дальше. Это отложу. И покажу вам спицы, которые я приобрела. Мне девчонки писали, какими спицами я вяжу. И вот вам покажу спицы. У меня есть еще мои старые спицы, еще от мамы, которые у меня... Мама, которая мне отдала, я вяжу ими. Ну и вот купила такие какие-то Maxwell спицы для вязания. Я вам в прошлом видео, по-моему, уже показывала вот эти вот. Нет, я вам тоненькие показывала, 2 миллиметра. Я поняла, что они мне тонкие, и поэтому решила заказать побольше. Заказала 3 миллиметра. Посмотрела, сравнила с теми спицами, которыми я вязала носочки, поняла, что они тоже тонковаты для именно Gazal Baby Wool XL. И заказала 3,5. И вот сейчас смотрю, мне кажется, самое то. Длина спиц 80, длина вот этой вот лески 80 сантиметров. И я для себя приняла решение, что это наиболее удобная длина для вязания носков, пинеток. Больше я ничего и не вяжу, в принципе. Ну, наверное, и шапку тоже будет удобно вязать с такими спицами. Вот. Длина достаточно удобная. Если брать длину вот не 80, а 60 сантиметров, у меня есть такие спицы, ну никак неудобно. Я начала вязать пинетку на таких коротких спицах и бросила, перевела все на другие, на обычные, там вот где они по одной.
потому что это полотно натягивалось очень сильно, и у меня никак не получалось это все вязать. Неудобно, в общем-то, было мне. Вот такие спицы я еще приобрела. Очень давно хотела вам показать свой новый счетчик рядов. Вот такой вот он крупненький, так одевается на палец, но я так не одеваю, мне как-то вот неудобно. Вот так он перещелкивается довольно такими щелчками. И мне это нравится, потому что я не забываю, нажал я на кнопку или нет. Потому что у меня есть еще один счетчик рядов электронный, и там нет щелчка, там просто такая кнопочка, на нее нажимаешь, и у меня уже доходило до того, что я не помню, я нажимала на эту кнопку или нет, начала я там новый ряд вязать или нет. А здесь вот такой осознанный щелчок, и я не забываю, что я нажала на эту кнопку. Тут такое усилие надо приложить. В общем, посмотрим, сколько он у меня проработает. Пока что мне удобно, пока мне нравится. Еще хотела вам показать пуговки, которые я купила для корзинки к бэби-боксу, для органайзера на кроватку. Вот такие пуговки. Я уже пришила их корзинки, вам тоже сейчас чуть-чуть попозже этот органайзер покажу, корзинку. Пуговки 25 миллиметров. И, в принципе, они нормальные. Я искала 30 миллиметров, но 30 миллиметров на Wildberries почему-то я не нашла. Таких нету. Вот купила 25. И очень мне понравилось качество. Они такие гладенькие, приятные. Стоят 200, по-моему, с чем-то рублей за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 штук. Вот 2 я уже пришила. Эти бусинки, красивый, и дизайн у них, и дизайн у них тоже такой симпатичный. Handmade with love и такой клубочек вязаный. Поэтому пуговки мне прям понравились. Смотрела и на AliExpress, но по цене оказалось, что примерно одинаково, что на ВБ, что на Али. И поэтому нет смысла ждать месяц, пока они придут. Так, показываю вам еще вот такой вот органайзер, который я приобрела себе тоже для бусин. И решила его использовать для бусинок, для бэби-боксов. Вот этих, которые я купила. И они у меня так быстро истратились. Я заказала еще на AliExpress. Вот мне понравились очень вот эти бусины. Они у меня сейчас такого желтоватого цвета. Что я с ними сделала? Так, почему они мне понравились? Скажу сразу. Потому что они очень качественные. Они очень гладкие. Видите, у них даже середка такая гладенькая. Что я с ними сделала? Я каждую бусинку взяла и обработала спиртом чистым, стопроцентным, тряпочкой протерла. Ну, зачем? Для того, чтобы убить каких-то микробов, которые могли на них поселиться во время полета из Китая. Ну, в общем, мало ли кто их там в руках держал, как чего они там делались. В общем, я все бусины обработала спиртом. Потом они высохли, и я все бусины обработала также тряпочкой оливковым маслом. И поэтому, смотрите, какой они приобрели красивый желтоватый оттенок. И эти также большие. Тут даже у меня ниточка осталась. Но вот эти бусины я использовала только для обвязки, потому что они не совсем качественные. Видите, они такие потресканные какие-то. Внутри у них стружка, я ее там вычищала, где-то получилось вычищить, где-то нет. Вон, видите, они такие. Поэтому эти бусины я использовала только для обвязки. И сейчас я вам покажу, что у меня получилось, какой у меня бэби-бокс получился. Но он еще не до конца завершен. Завершать я его буду на следующей неделе. Ну что, продолжаем. И сейчас я покажу вам, что у меня получилось связать. Вот перед вами такой органайзер. Он полный, внутри игрушки. Внутри у меня сам бэби-бокс. В общем, давайте я буду доставать. Зайку вы все прекрасно знаете, я в прошлом видео показывала, ВКонтакте его уже выставляла, в Телеграм тоже выставляла. Кстати, давайте сразу здесь оставлю ссылочку сначала на свой Телеграм-канал. Приглашаю вас присоединиться к моей группе. В этой группе я буду набирать девочек для тестирования будущих мастер-классов. В этой группе я буду периодически выкладывать какие-то купоны на скидку. В этой группе буду более чаще рассказывать о своих процессах, о своей вязальной жизни и какие-то, может быть, интересные вещи, которые мне повстречаются
в соцсетях или в жизни, связанные с вязанием. Поэтому приглашаю вас подписаться в группу, вступайте, буду всем очень рада. И также, пользуясь случаем, я приглашаю вас в мою группу ВКонтакте или на мою личную страницу ВКонтакте, где вы можете приобрести мои мастер-классы, в том числе и вот этого зайчика. Он сейчас доступен уже к продаже, и его стоимость составляет 370 рублей. В мастер-класс входит вязание самой игрушки, комбинезона, шапочки. При этом шапочка, еще есть и видео мастер-класс. Вот такая вот шапочка я сделала специально, чтобы не возникало каких-то лишних вопросов, чтобы все было сразу понятно, потому что я по себе понимаю, если ты вяжешь игрушки и почти никогда не вязал одежду, то шапочку связать может быть затруднительно. Нужны моменты, которые нужно понять по видео, а не просто по текстовому описанию, потому что просто в тексте не всегда получается донести мысли и вот все нюансы показать. Нужно все-таки и вживую это все показывать. Вот такая шапулька у меня получилась. Шапочка пока что без своего носителя, но думаю, что я свяжу и для нее какого-нибудь зайку, и будет у нее хозяин у этой шапочки. Все, отвлеклась и продолжаю вам показывать бэби-бокс. Так, это вот такой зайчонок, у которого пищалка в животике, у которого шуршалки в ушках. Так, здесь. Раздевать я его уже не буду. Все показывала в прошлом видео, какой он, вы это все видели. Так, и показываю дальше. Погремушку. Тоже я уже ее показывала. И что я связала? Я связала вот такой вот держатель для соски. Не смейтесь над этой толстой мордой, но вот так получилось. Не знаю, мне кажется, мило это смотрится. Мне не хотелось сделать на держатель какую-то объемную большую игрушку, и мне не хотелось сделать держатель слишком длинным, потому что я где-то когда-то вычитала по Всемирной организации здравоохранения, вот эта вот ниточка, резиночка в растянутом виде не должна превышать 25 сантиметров в длину. И это все сделано для того, чтобы ребеночек не смог обернуть ее вокруг шеи и как бы задушиться. Ну, как бы страшно это не сказано, но так это и есть. И поэтому свои вот эти вот держатели я делаю довольно-таки короткими, но этой длины достаточно для того, чтобы прикрепить вот эту вот держалку к воротничку и вот это вот место к соске или какой-то игрушке. Этого достаточно, как мне кажется. В общем, вот такой держатель получился, не сильно длинный, и поэтому здесь и игрушечка такая довольно коротенькая. Ну и опять же она не громоздкая получилась. И я связала еще вот такой вот грызунок. Вот как я рассказывала, эти большие бусины я обвязывала пряжей Ярнар джинс. Сначала хотела хлопком, но у меня не нашлось подходящих цветов. Потом я смотрела 100% хлопок. Вообще я посмотрела видео одной девушки, вот честно забыла, как называется канал, но она обвязывает тоже вот эти грызунки из Газал Baby Cotton. И в своем видео она говорила, что это 100% хлопок. Я хотела его заказать для того, чтобы обвязывать вот грызунки и, возможно, вязать остальные игрушки. Но потом почитала в описании и оказалось, что это ни капли не 100% хлопок, это 60% хлопок и 40% акрил. Ну, как бы разницы особой не вижу. 50% акрил и 50% хлопок. Не знаю, не вижу какого-то смысла вот в этой полностью хлопковой ниточке. Ярнар джинс, прекрасная нить. Мне кажется, она подходит и очень красиво смотрится. В общем, пишите в комментариях, как вы считаете, если вы вяжете игрушки для малышей, то из какой пряжи вы их вяжете. Мне было бы очень интересно почитать, и я для себя бы взяла какие-то важные моменты. Вот. Так, вот как-то так. Вот эти колечки, у меня тоже их много, 20 штук. И я это колечко тоже обработала спиртом и тоже потом обработала маслом. И до остальных колечек просто пока не дошли руки. Тоже буду их обрабатывать спиртом, так же, как и вот эти вот колечки. Вот, и буду складывать в свой контейнер для малышей. Так, и показываю сумку. Органайзер. Вот такая она у меня получилась. Связана она по мастер-классу бесплатному с видео YouTube. Это Наталья с канала Мятка Knit Toys. Очень
Но я всегда им пользуюсь, мне очень он нравится. И, конечно же, вяжу я по-своему, но вот эту вот основу я беру у нее. Длину вот этих вот ручек она там описывает, какую более удобно делать. Сколько вот здесь вот петель нужно набирать для того, чтобы прошла пуговка. Это я все беру у нее и как бы основываюсь на ее мастер-классе, я вяжу свою сумочку. Вяжу, как вы видите, в раскол. Наталья там вяжет, как обычно, мы вяжем под петельки, вот под эти, а я вяжу в раскол, как вяжутся корзины из трикотажной пряжи. Этим и различие. Так, на мастер-класс оставлю ссылку под видео. Если не оставлю, забуду, напишите мне в комментариях, обязательно выложу. Так, набор, и показываю вам пинеточки. Вот такие вот у меня получились пинетки. Я их уже постирала. Они стали такими мягкими. Пряжа, она и так мягкая, а тут еще больше она как-то так распушилась. Я хотела сначала сделать тут ушки, а потом так смотрю на них и думаю, а стоит ли это делать? Зачем? В принципе, они и так красивые. Зачем им ушки? Ну, не знаю, посмотрим, может быть, и сделаю. И тогда показываю вот эту вот чепчик. Он тоже стал гораздо мягче. И я очень надеюсь, что эта ширина подойдет для новорожденного. Или чуть-чуть даже постарше, не обязательно для новорожденного. Вот такой вот он сзади, чепчик. И мне он нравится на внешний вид. Мне нравится, как это смотрится вместе с пинетками. Они очень такие гармоничные, так все подходит друг к дружке. В общем, вот такой вот чепчик. Он вот так тянется. Сзади плотно. И мне, конечно, очень хочется примерить его на какого-нибудь маленького ребенка, чтобы посмотреть, как это смотрится. И, скорее всего, я найду пупсика, и, ну, игрушку, и примерю, как получится. Потому что, ну, не знаю, по виду-то он красивый, но насколько он практичный, я пока что вот не могу сказать. В общем, вот такой вот у меня получился в итоге бэби-бокс. Это шапочка, чепчик, это пинеточки, это корзиночка, это погремушечка, это грызуночек, это заинька, игрушка. И это держатель для пустышки, или его можно еще использовать, держатель для какого-то грызунка, для какой-то любимой игрушки. В общем, как-то так. Вот такой набор. И, конечно же, на этом набор у меня не закончится. Сюда же я планирую связать зайчонка комфортер. Это игрушка, с которой малыш будет спать. И сюда же я хочу еще связать зайку-бублик. Вот такого вот плана. Потому что, ну, во-первых, у меня часто покупают такие бублики. Часто заказывали раньше, по крайней мере. И его можно и держать в ручке, он может быть как игрушка. Ну, в общем, шуршащие ушки сделаю. Ну, как бы для разнообразия еще такой один элемент у меня будет. Вот такие вот у меня планы на сегодняшний день. На этом пока что у меня из новостей все. Сейчас я буду снимать видео для... Сейчас я завершу это видео, смонтирую и начну снимать новое уже для марафона 101 Cotton Toys. Буду показывать, что я планирую связать, какую пряжу буду использовать. Ну, в принципе, вкратце я вам и здесь уже все рассказала, но в любом случае на следующей неделе тоже еще более подробно об этом расскажу. В следующем видео я покажу уже результаты первой недели марафона 101 Cotton Toys. Я надеюсь, что они у меня будут хорошие. И надеюсь, что и у всех девчонок тоже будут хорошие результаты. Все мои мастер-классы вы можете приобрести, написав мне ВКонтакте. Здесь я ссылочку оставляю. Также оставляю здесь ссылочку на Бусти. На этом сайте вы можете приобрести мастер-классы, если проживаете в другой стране. Да и из России также можете приобрести этот мастер-класс. Также еще раз оставляю ссылочку на мой телеграм-канал. И все ссылки будут, конечно же, внизу под видео. Нажимайте на кнопочку «Еще», и там вся информация необходимая будет вас ждать. Поэтому пишите, кому интересно. Я завершаю сегодняшнее видео. Всем пока-пока, до новых встреч. Увидимся с вами на следующей неделе. Я надеюсь, что я продержусь этот марафон и буду выкладывать видео каждую неделю, как положено.
Пока-пока. Весны вам счастья, радости, отличного настроения. Пока-пока.